недавно сейчас консультировал человека, он тоже задал мне этот вопрос, и сейчас с людьми тоже общался, и опять мне задали этот вопрос, точнее затронули эту тему. Я считаю, что тема очень важная, актуальная, так что поехали. Начнем с того, что рассказываю как есть, да? То есть меня берет человек и спрашивает: Саша, как ты считаешь, твои родители, они переедут, куда они там планируют, в другой город? Я говорю: нет. Меня спрашивают, типа, почему? Я говорю, потому что, им слабо, не смогут. И меня человек спрашивает, типа, Саш, почему так? Почему им слабо? Ведь это же так круто, это другой уровень, это рост, это там много чего им принесет, даст и так далее. То есть почему почему они, да, то есть не могут это сделать, и они уже какой раз пытаются, и им это так сложно. Почему? Я беру и объясняю, это просто иллюзия, это законы людей, то есть это блоки. И я этому человеку, который меня расспрашивает, я беру и говорю: у тебя тоже такое, у твоих знакомых так же, у моих знакомых так же, у вас у всех эта проблема. Только у каждого в свою меру вот эти какие-то ограничения стоят. Но это ограничения, это просто ваши иллюзии. Эти ограничения не мешают вам реально жить. То есть представьте, люди сейчас живут, получается, в одном городе. У них есть вариант переехать в город, который выше уровня в 2 раза, где будет там больше денег и больше всего. Но для этих людей катастрофически сам переезд. То есть для них это очень сложно. Это просто супер сложно. Я даже в каком-то из роликов затрагивал такую тему и говорил о том, что у каждого свой диапазон, у кого-то такой диапазон, у кого-то шире, у кого-то больше. Что такое диапазон? Кому-то слабо приехать, допустим, кто-то живет на окраине у себя в районе, и кому-то вообще тяжело и сложно приехать в центр города. Для него это событие, как будто он уехал за границу. Другому человеку тяжело уехать в соседний город, для него это тоже какая-то катастрофа, и для него это кажется сумасшедшими расстояниями и очень сложно и проблематично. У него миллион оправданий, что это супер, для него некомфортно. Для кого-то тяжело посетить другую страну, которая вообще граничит рядом с твоей страной. Тоже, то есть для вас это прям какое-то нереальное событие, и вы это еле решитесь, может быть, позволите один раз за всю жизнь или раз в год. А кому-то вообще наплевать и может, допустим, каждый день мотаться в разные страны и города. Это как раз от того, у кого какие вот эти ограничения есть. И вот я сейчас об этом говорю почему. Это то же самое, как и в путешествиях, да? То есть вот я приведу пример свой, да, и вы можете сравнить это с собой или с кем-то из своих знакомых. Вот есть люди, которые приезжают когда за границу, даже на какой-то отдых, представим, что это просто у вас отпуск, то вы приехали, и вы сразу хотите быстро добраться до отеля, бросить вещи, все, вы успокоились, как будто все сделано, бумажки подписали, то есть иначе вы прям трясетесь. И после этого вы спокойно как-то уже начинаете адаптироваться в новой этой среде и как-то аккуратненько существуете. Но все остальное вам страшно. И чаще всего есть такие трусы, которые реально они ездят только по путевкам. Есть люди, у которых чуть побольше смелости, как раз меньше ограничений, которые могут спокойно, не боясь, купить билеты и купить отдельный отель. Это уже смелость, поверьте, те, кто ездит по путевкам, не все так могут решиться на это, не все. Теперь дальше. Окей, купили вы, допустим, вы смелее, вы купили билеты, забронировали какой-то отель, приехали, окей, но некоторым слабо просто купить билеты и найти жилье потом. То есть для них это тоже, что, чего, то есть уже тоже страх какой-то, какие-то ограничения, иллюзии. А еще круче, когда ты вообще безграничен, когда ты приезжаешь в какой-то город или страну, и ты можешь жить в одном месте, завтра в другом, потом в третьем, менять целую кучу геолокацию, то есть менять хоть несколько раз в день, слетать на какой-то остров, сплавать на какой-то остров, пожить в том отеле, пожить в той квартире, снять дом на ночь. То есть это круто, это движуха. Но многим людям это слабо не из-за того, что нет денег. Я не говорю сейчас вообще про деньги, чтобы вы понимали. Я говорю про то, что есть целая куча людей, у которых до хрена денег, но они супер, как я их называю, консервативные, ограниченные, которым слабо это все, что я сейчас перечисляю. И эти ограничения есть во всем. То есть я даже сейчас, когда обсуждаю свою тему со своими знакомыми, я беру и говорю, там нужно взять и оставить у этого человека эти вещи. И для всех это какой-то страх. Как этого человека побеспокоить?
А человек вообще, ну просто человек. А как, а что там? То есть для людей вообще страшно какие-либо перемены, какие-то такие штуки. Все боятся, люди боятся друг друга, люди искажают себя, свое представление о себе перед другим человеком, а тот перед тобой, потому что вы все какие-то вот ненастоящие, потому что вы трусливые, люди. Это какой-то кошмар. И с этой проблемой, конечно, нужно бороться. Обязательно бороться. И я хочу сказать так. Ладно, мы взяли ограничения. Давайте поговорим о свободе, да? То есть получается, что каждый человек должен стремиться к свободе. Каждый успешный человек – это тот, который, получается, свободнее, чем все остальные люди. Но в чем заключается свобода? Свобода, в первую очередь, я считаю, то есть если взять самые крутые два пункта, но я к этому пришел не от того, что я говорю, что это свобода. Я просто увидел сначала, что есть блок для всех людей. Что же для вас блок? Блок для вас это деньги и люди. Деньги и люди. И пока вы не справитесь с этими двумя блоками, вы супер будете несчастливый, несчастный человек, и да хоть у вас будет целая куча денег. То есть, знаете, чтобы понимали, опять показатель. Если у вас много денег, это не значит, что у вас нету блока финансового, ну денежного. То есть блок деньги, это не значит, что это показатель уровня дохода. Нет. Человек может быть вообще без денег, но свободный от них. И есть люди, которых до хрена денег, но они от них не свободны. Учитывайте это. И вот самые крутые счастливые люди, самые успешные люди, которые свободны настолько, что неважно, сколько у них денег, это человек, то есть я знаю таких много людей, это человек, у которого нет денег, но этот человек по уровню жизни, по интересам ничем не хуже меня. Он даже побывал в Канаде, а я там еще не успел побывать. Ну, как пример. То есть, представьте, этот человек, он не напрягал ум, не нервничал, не планировал, не мухлевал, он ничего не делал. Просто так сложилось, что он там оказался. И этот человек, который настолько свободен, что все, что он хочет, он как-то каким-то образом получает случайно. А если не получилось сегодня, ну, не далось ему это, ну, появится в следующий раз, или значит, ему это не надо. Но он очень свободен от денег. И знаете, в чем заключается свобода денег? Когда ты, независимо от того, много у тебя денег или нет, живешь на полную катушку. То есть многие люди считают, что у них очень скучная жизнь, и они сами по себе скучны из-за того, что у них нет денег. Это оправдание. Это вы трусы, слабаки, это оправдание. Вот в чем суть. То есть человек, когда свободен просто психологически от денег, даже если у него их нет, он может путешествовать, он может знакомиться каждый день с разными людьми, он может создавать, придумывать каждый раз новые идеи, создавать какие-то стартапы, какие-то делать свои проекты, заниматься бизнесом, творчеством, чем угодно. Может каждый день развиваться, открывать для себя что-то новое. И для этого не нужны деньги. Вот что такое быть свободным от денег. И также есть целая куча людей, у которых есть целая куча денег, но они очень скучны. Я уже даже подумываю о том, предложить им какую-то услугу. Ведь смотрите, если у меня сейчас есть 5 человек знакомых, которые супер счастливые люди, у которых нету вообще денег, но они супер интересные. Они умеют петь, играть на гитаре, такую музыку, которую просто, вот, которую слушаю я, которую вы все в восторге, в шоке. Они знают всяких звезд, интересных людей, они объехали полмира. Они умеют снимать видео, фотографировать, играть в различные игры, знают японский, китайский языки. Ну, то есть супер интересные люди. Вот у меня есть, как пример, такие знакомые. И вот эти знакомые, так сложилось, что да, у них нету денег, но они вот супер интересные. А есть люди, вот, другие, допустим, я не знаю, москвичи, взять каких-нибудь москвичей, у которых до хрена бабла, но они уже, их тошнит от их образа жизни скучного, они уже не знают, что делать, и не знают, куда деньги деть. Вот это бы как-то совместить, допустим, чтобы эти люди взяли вместе со мной, устроили для этих людей какую-то развлекуху. Устроить, сделать такой, я не знаю, тур за 1 000 000 рублей с человеком. Пусть они продают свои какие-нибудь сумочки Гермес и реально почувствуют настоящую жизнь. Потому что в первую очередь люди начнут вот эти скучные и заблокированные, начнут чувствовать нереальную свободу, попадут в какую-то сказку, как в какой-то фильм. Вспомните фильмы необычные такие, как «Трасса 60», я не знаю, давайте возьмем фильм, как пример, «Облачный атлас» и еще что-то. Вот представьте, там каждый человек в этом фильме какая-то личность, индивидуальность, все так интересно. И вот представьте, так можно жить.
тоже интересный момент. Но это ладно. Вот я сейчас сказал о свободе денег, да, что есть целая куча даже богатых людей, которые очень скучные, не знают ничего, что делать, что придумать. У них просто в голове не появится даже мысль, там, я не знаю, оказаться на острове, где плавают поросята или где бегают зайчики. Они просто об этом никогда в жизни не узнают, настолько они заблокированы и ограничены вообще во всем. У них очень узкий диапазон, но деньги есть. Но, а есть второй блок, это люди. Ох, этот блок самый жесткий. Я считаю, что в первую очередь человек должен освободиться от денег, а самое последнее, то есть это последний какой-то, знаете, как босс, последний уровень, к которому нужно прийти, чтобы стать, я не знаю, просветленным и свободным, то это освободиться от людей. Что такое освободиться от людей? Я не говорю про то, что вы можете взять и сказать, что вам на них пофиг, да, там, что вы вообще свободны от них. Естественно, каждый из вас это может сейчас подумать, но это не так. Освободиться от людей это настолько, что, то есть ты как будто выше их. Не в том смысле, что ты классный, а не отстой, нет. А как будто они для тебя как дети, или, как я всегда говорил, как голуби. То есть, что они все одинаковые, и ты никак не отделяешь, что этот плохой, этот хороший, этот низкого уровня, этого высокого. То есть они больше на тебя не оказывают влияния, и ты их никак не чувствуешь. И так же, как бы ты можешь быть супер страшным, как пример, я не знаю, голым. И то, как люди будут на тебя смотреть и кривить лицо, ты как будто этого не замечаешь, прям реально не видишь. То есть настолько ты как будто свободен, ты можешь как будто подойти к любому человеку, с кем угодно поговорить, у тебя, скажем так, не срабатывает инстинкт и реакция, что ты подходишь, допустим, к президенту, или что ты подходишь к бомжу. У тебя разницы внутри вообще не существует. Ты просто подходишь и разговариваешь с ним, как, я не знаю, с детем природы. Вот надо к какой свободе человека прийти. И в чем заключается эта свобода, задумайтесь, подумайте, как бы вы себя чувствовали, каково это быть, когда ты свободным от людей. И представьте, если вы реально проанализируете это, задумайтесь об этом, вы поймете, что все блоки и все проблемы у вас только из-за этого. Потому что свободным от людей это значит, что ты не боишься им сказать правду, не боишься быть собой, ты можешь им сказать все, что тебе нравится в них, все, что тебе не нравится в них, ты не стараешься им угодить, ты не обижаешься ни на одно их слово. Когда они на тебя обижаются, ты не оправдываешься и просто их отпускаешь. То есть тебе вообще, то есть ты настолько, знаешь, как будто это как птички, которые подлетели, просят у тебя хлеб. Ты бросил, они хотят съедят, хотят нет. Если птичка накакала на себя, ты же не будешь эту птичку искать и на нее возмущаться. Ты просто это уберешь. Ну как-то так, такое отношение к людям должно быть. Вот оно, степень свободы. Давайте стремиться к ней. Ставьте, пишите комментарии, ставьте лайки. Делайте репосты, подписывайтесь на мой канал, рассказывайте об этом видео. Всем спасибо, всем пока.